думал, Миша, а Миши нет. А мы идем на море. А мы идем дорогой длинной. Вон он, Миша, видно? Лазит по горам. Сколько уже раз говорили, не надо так делать. Говорили, блин. Сейчас будем опять гонять. Люлей, Машин, сука, опять наехало много. Прям. Как второе лето. А, выходные же сейчас, да? Сегодня суббота. Да. Вчера еще начали съезжаться, машин много было вечером. Пойдем, Михаил. Не лази по горе. Нет, Пойдем. забыл. Там ветер сильный, Миша, пойдем. Пойдем. Ну тогда иди за маской, мы тебя ждем. Не лази по камням, Миша. Сколько раз тебе об этом говорили уже? Миша, последний раз не лази по камням. Ты же не видишь, что там в песке? Там он сколько острых камней лежит. Ну потому что вы очень долго собираетесь. А ты нифиг раньше нас уходить на полчаса. Иди, только теперь маму проси, чтобы у тебя ноги все грязнющие. Давай шустрее. Ну вот, собрали вот эту конструкцию. Я так понимаю, плиту здесь зальют они, потому что никаких перегородок нету, ничего нет такого. Они сделали подушку большую, она вот во весь вот этот вот, как это назвать, котлован, подушка здесь вылита, она вот видна вот за палками и металлическими вот этими железяками. А потом поставят эту конструкцию, на которой сейчас будут заливать бетон. Здесь эти все вот корпуса, что наши, что соседние, они все литые. Там вот есть у них вот кладка, но эта кладка, балконы кладут они вот с этого. Я вижу наверху еще выложены, как назвать, ограждение на крыше. Выложено. Что здесь еще? Возможно, что перегородки выкладывают. А основное льют и все. Льют, получается, быстро. И считают, что недорого. Недорогая. Хотя, видишь, какие-то там вот красные полосы оставлены. Не знаю, что в них будет. Может, какие ориентиры или что? Ну, ориентиры, вероятно, что кто-то будет что-то делать еще вот в этих местах. Чтобы вот эти красные полоски там не остались под бетоном. Возможно, что поставят какие-то металлические лапы или что-то такое, что даст. Да, я сейчас отойду. А здесь будет, вероятно, бассейн будет, наверное, не знаю. Здесь какой-то маленький бортик сделали. А может, может магазин какой будет. Ну, хотя вряд ли, не знаю. Бортики совсем маленькие сделаны, плита будет намного меньше. То есть этажности здесь не будет. Никакой этажности здесь не будет. Здесь мороза нет, ничего не промерзает, поэтому глубины большой не требуется для небольших домов. Это у нас сейчас возьми дом строить частный. Надо 3 метра глубину копать котлован. Ну, в центральной части России. А здесь это не требуется. Главное, чтобы вот эта плита лежала и не играла, так сказать, вся эта земля под ним. Не потрескалась потом. А так глубина промерзания здесь никакая, потому что здесь морозов не бывает. Так, ждем Михаила. Сегодня много вот тут на пляже народу. Хотя так меньше, чем летом, конечно. Но достаточно. Мы себе найдем что где-нибудь в уголке, где бросить свою одежду и пойти искупаться. Сколько у нас час, да, всего на купание? Сейчас примерно где-то 30. Вот есть. Вода, 50. волна сегодня маленькая вообще, еле заметная. Так, Миша первый пошел окунаться. Сегодня прям много народу, смотри, сколько там на пляже, да, вот смотри, сколько в воде. И там тоже. И песок сегодня прям горячучий, прям обалденно. Пойдем окунуться. Соседи тоже здесь есть. Миша пошел на пирс, пойдем и мы тоже. Мишаня где-то добывает воду по капле.
Пойдем, может, там у нас воду дали. Включили здесь воду, из крана текла раньше. Ходим теперь чумазые. Сегодня нам повезло, включили воду. Да, в прошлый раз конфуз был с водой. Вчера вечером, кстати, воды не было. Может, ее выключают в какой-то момент. Может быть. Надо, короче, по утрам ходить на море. Угу. Крутой какой. Мэн. Так, кто пойдет первым купаться? Му пойдет купаться? Ну хорошо, иди купайся первый. Идем, не понимаем, что происходит. Домик снесли. То ли там какой-то... Смотри, тут трос наверх ведет. Да, таких два троса. Тут что-то поднимают они такими лебедками. Здесь стояла какая-то избушка. Разобрали, вообще даже следа не осталось. Видно, она такая временная была, сразу запланирована, чтобы перенести в нужное место. Мы сюда вот левее ее шли, вот по этому месту. Она оставалась справа от нас. Вообще, по идее, должны были бы заборчик сделать и нас не пускать сюда, потому что, типа, стройка рядом, что-нибудь на голову упадет. Мы достаточно далеко от нее проходим. Так что так. Наверное, некоторые зрители скажут, это же опасно возле стойки ходить. А, вот лебедку переставили, лебедку. Вторая лебедка вот здесь стояла, сейчас Да, ее вот здесь. переставили. Кстати, смотри, на первом этаже уже окна оставляют. Да? А, точно. Ну, значит, Ставить, там уже потолок. скоро будут отделывать, значит. Ну что ж, Если на любой этаж не сделали, уже первый сделать. ну, Там уже и, как у нас, LD для места для LD сделали. да, Да. ну, отлично. Давай. Можно заяву ставить. Годик можно. Мне кажется, раньше, потому что Ну да. уже как-то, как говорится, деньги вложены, надо доделывать и отдавать собственникам. Ой, тут тоже разровняли все. Ну нормально, что, городок растет, значит, сейчас люди работали на стройке, дом строили, заработали деньги, пошли и потратили их на свою семью. Они как много материала. Вот. А теперь будут, здесь новые люди придут жить, заселятся, будут точно так же ходить в магазины, купаться на море, пользоваться услугами. Так все это и развивается. Машина сзади, Миш. А мы идем вон туда, на трассу. Пойдем туда, на тенистую сторону. Деревья такие, клены, да, они такие желтенькие. Вот они набросали листвы внизу. Но больше, собственно, ничего не говорит о том, что сейчас осень. Миша, с дороги уходи, Миша. Машина едет. Потому что очень тепло на улице. Сейчас стало комфортно ходить. Я знаю, что некоторые люди очень хвалят, когда здесь вообще прям прохладно на улице. Здесь кому-то жарко, даже такая погода. Но мне очень нравится, когда вот сейчас просто тепло. Не жарко, не холодно, а тепло. Нет, все равно очень жарко. Вот Мише жарко. На солнце, да, сейчас если идти, вот, например, по солнечной стороне дороги, то будет не очень комфортно. А здесь прям классненько, да? Да. Вот зимой, наверное, будет прям такое вот хорошее. И не холодно, и не жарко. Такое теплое, прохладное. Ну, в общем, доживем, как говорится, увидим. Еще впереди. У нас только начался октябрь, буквально первое, сегодня 2 число. 2 октября. Так визуально, знаешь, вот сразу не поймешь. Сравнивать, если с домом, да, дом примерно так же тоже. Солнечно бывает, если то вроде бы как тепло. Ну, подумаешь, что куртку оденешь, и моря нету. Вроде бы солнечную погоду похожа на нашу. Природа. Очень жарко на солнце. Вчера очень жарко было, да. Вчера Потом становится чуть прохладнее. Вчера все подгорели, кроме Миши и Олега. Когда пришли домой, друг на друга посмотрели,
Миша и Олег, они как есть такие загореленькие, Такие. так и есть. Рэп, тормозы. А остальные друг на друга взрослые смотрят, говорят, все покраснели. А я тоже покраснел, наверное, да? Нет? Ну, ты Мне кажется, что я чуть-чуть загорел. У тебя лучше. И голова, наверное. У тебя голова, а все остальное хорошенькое. Вот. Но мы, правда, мы с собой же, как умная Маша, мы взяли с собой зонтик. Мы взяли покрывало, на котором валялись, и зонтик поставили. Единственное, тут это самое. Надо какой-то, наверное, креслица придумывать, что ли, вот как попрохладнее. Эти шезлонги все поубирали с пляжа. Как говорится, на щебенку вещи бросать неохота. Ну или тряпочку стелить, да? Да. Пока что есть еще в пару комплексах эти шезлонги стоят. Мы туда ходим. Ну, наверное, скоро начнем за собой свою тряпочку носить. Для загорания. А будет очень смешно, если мы, вот, допустим, завтра придем, а там нету ни одного львка. А, прикольно будет, да. А здесь шиномонтаж, переходящий в автомойку, переходящий в мойку ковров. И мне кажется, основной доход он получает именно с мойки ковров. Так, дети, переходим в другую сторону. Вот здесь на трассе есть магазинчик небольшой, написано Куртасье. Это, собственно, означает канцтовары. Я-то покупал пластилин, Мише надо было на труды, что-то там еще, линейки покупал. В общем, в принципе, тут все есть. Недалеко, на трассу выходишь и можно купить. А мы ждем автобус, что-то пока не видно. Мы уже на тренировке, детей еще не очень много, видите, тапочек всего лишь раз-два. Вот. У них там построение. Миша палец много повредил у нас, поэтому я показал пальцем буквально, что там у него с пальцем. Вот такая вот у меня получилась словесная конструкция. Не знаю, пойти на лавочке посидеть или к морю пойти посидеть. Все варианты хороши. Мне надо еще найти парикмахерскую для Олега. Пойду похожу вокруг, может быть, что-нибудь пригляжу. Единственное, сейчас чуть отдышусь на лавочке. Опа. Сейчас летели с автобуса в припрыжку. Вот. Не то чтобы опаздывали, но шли прямо в притирку. Ладно, немножко отдохнул. Пройдусь по парку. Я начал здесь прогуливаться по этому парку. Там по параллельной дороге я как-то прогуливался давно. А сегодня пойду вот здесь вот. У меня есть примерно 1,5 часа. Потрачу его с такой пользой. Кафешечка вот какая-то здесь есть с таким с круговым размещением столиков днем. Мне кажется, вечером выставлять можно в середине. И вход здесь такой вот интересный. Так, идем дальше. Эти юрты опять. Там вот они ближе к морю стоят. Такие вот юрты и здесь тоже. Не знаю, что там происходит в этих юртах. Идем дальше. Прям рядышком вот здесь парикмахерская есть. Мы сейчас сюда, наверное, придем с детьми. По этой вот улочке пройдусь. Разные дома есть. Вот эти постарее дома. Видите, прям целая улочка туда такая уходит. Вон там посвежее дома. В общем, разные. Вот это, в принципе, место должно быть достаточно хорошим, потому что море рядом. Фактически вот дорогу перешел, и в парке уже есть море. Ну, как это на самом деле, я не знаю. Ходил сейчас в культурный центр. Не успел камеру снять, что-то так мельком. Дети, короче, сидят за столом, занимаются, что-то из глины лепят. Если кому надо что-нибудь, можно здесь вот в этом культурном центре в Эрдемли пойти этим позаниматься. Опять парикмахерская и еще одна парикмахерская. Короче, надо идти сюда будет сейчас с Олегом.
Интересный комплекс такой. Вон там один корпус стоит. Вот это второй комплекс. Корпус стоит этого комплекса. Смотрится интересно. Но насколько он хороший, плохой, бог его знает. Там с минус первым этажом. Какой-то мусор там у них валяется. В этом смысле не очень хорошо. Вот этот посвежее будет комплекс, рядом стоит. Камеры висят даже. Цивилизация. Это так. Ладно, иду гуляю. Мне сейчас пойду гуляю подальше, чтобы потом... Вот какие-то шишки висят интересные. Что за шишки? Как называются? Вот она, такая шишка. Поближе. Не знаю, классно. Вот видите, такие уже балкончики застекленные. В этом комплексе. Раз, два, три, 4 этажа. А, наверное, трехэтажный. Первый же редко здесь жилым бывает. Почти никогда. Орфос. Это, видимо, название этого комплекса. А это вообще свежий комплекс напротив. Вон вертикально написано Халепли. Свеженький смотрится. Вон там внизу видно, генератор стоит. В старых комплексах генераторов не бывает. Под них место не предусмотрено было, и потом ставить некуда просто. Так что прям свеженький. Магазин Шок рядышком. Так, вот ничего, покупки никакие не говорили, кроме хлеба, поэтому и парикмахерской вроде бы не требуется. Пойду дальше. А это вот тропиночка к морю. Вон туда идешь. А это тут апельсинчики висят, видимо, гроздьями. Елочки вот такие. С длинными иголками. Это мандарина, скорее всего. По форме это не апельсины, это мандарины. Вот опять комплекс, очень похож на первые два. Классно. Здесь вот у них вход, я так понимаю, в квартиры. Как-то так организованы. Потому что тут не похоже на балконы такие, на жилые. А на той стороне, видимо, вид на море. Вот свеженький комплекс. Здесь уже прям все чинно, благородно, с охраной, скорее всего. Должны быть генераторы, вероятно, что вон там 4-й корпус торчит. Тут 3 одинаковых стоят, а там он 4-й еще, он левее. А здесь вот старый комплекс, просто берешь, вот на забор становишься, шаг делаешь, и ты уже в комплексе находишься. Сразу на балконе, на каком? На 1-м этаже. Решеточки вот все, на всех балконах одинаковые. Я прохожу уже, такой не первый комплекс вижу. И выход сюда, вот в парк, вот в этот фактически, здесь никто не ходит. Вот эти лестницы мраморные, красивые. Я не знаю, для чего они нужны, все с той стороны, наверное, заходят. Опс, палка по башке стукнула. А здесь вот такая вот красота. Это прям свежак, вот дома стоят. Вот. Интересно походить. Здесь я не был. Не проезжал, не проходил. Вот опять такие же. Все, это все в одно время строилось. Видите, везде одинаковые решеточки на балконах сделаны. Интересно. Уже очень долго иду, таких много встретил. Сейчас думаю, либо какой-нибудь будет проход в сторону моря, пойти в сторону моря. Потому что здесь уже, в принципе, все так более-менее однообразно. Там возле моря может что-то интересное будет. А вот этот кабель вот здесь черный, это электричество, наверное, прокинуто как-то снаружи. Вон на море.
балконы, видите, как заделаны. Это из-за того, что это все дачи. Это не постоянное проживание. Здесь люди приезжают сюда на дачи. Поэтому приходится таким образом, так сказать, поступать. Вот мандаринка, видите, вот он. Кто-то расколупал. Птичка. Или просто вон еще вон треснутая. Вон еще много треснутых. Ну хотя бы пооранжевели, а то были совсем зеленые мандарины. Жандармы здесь бдительные, сказали, что нельзя снимать их. Жандармов пришлось стереть. Иду вот в парк, вот в этот красивый. Сейчас покажу, какой вид сзади у меня, когда к парку подойду. А здесь рядом еще вот написано «Спортсалону Мерси Нардемли». Что надо зайти посмотреть, что там есть интересного. Возможно, что это имеет отношение к тому, что мы занимаемся. Ну, просто подойду, узнаю поближе. Смотрится красиво. Нардемли Беледиеси. Единственное, так пустенько. Возможно, что то, что сейчас середина дня и широковато, поэтому так выглядит все. Как тут пройти? Давай сюда вот левее чуть-чуть. Синтетическое покрытие и так далее. Кстати, вот я вид такой красивый покажу вам. Там жандармы ближе и дольше показывать нельзя. Будут ругаться. А тут дорожка. А, здесь вот что интересное. Какие штуки здесь есть. Здесь картинги есть. Интересно, интересно. Касса, все дела. Слушай, хорошая история. Я не знаю, сколько здесь стоит это. Но, блин, надо это самое. Не забыть и постараться как-нибудь здесь покататься. Единственное, я думаю, что здесь было бы хорошо на Олеге на день рождения. Он любит всякими этими машинами, увлекается. Ему будет особенно интересно. А Мише погонять тоже, я думаю, будет не против. Сколько стоит, не знаю. Сейчас там касса есть. Пойду, может, со стороны моря зайду. Спрошу, сколько это стоит. А здесь Балык ресторан рыбный рядом. Дорожка вот эта прогулочно-пробежечная. Длинная. Она меня приведет обратно к детям. Вернее, к тому месту, где они занимаются спортом. Как-то так. Пойду в ту сторону. Все в цветах. А, вот такой площадки у нас рядом с домом не хватает, на мой взгляд. Что-нибудь такое стояло бы рядышком, детям было бы намного веселее. Вон по сетке полазить, по этому что-нибудь поскакать, поприседать, вот покататься на этих штуках. Миша любит, Олег тоже. А вот и море, морешка. Как-то так. Ну, в принципе, даже пляжем это можно назвать. Там вон есть песочек. Где-то на камушке положить вещи и пойти искупаться. Вон несколько шезлонгов. Какой-то пакет болтается в воде. Вон там, где выступ, туда примерно мне сейчас надо будет вернуться. А я в эту сторону пойду, пройдусь еще немножко, посмотрю, что здесь интересного есть. Парк. Это видно, что это искусственного происхождения. Вот эти камни собраны здесь как волнорезы. Ну, не стали, видимо, собрали их как-то в одну кучу.
Единственное, вывезли, было бы, конечно, вообще хорошо. Был бы пляж прям чинный. Ну, тут так, как говорится. Так, курить нельзя, телефон нельзя, без шлема нельзя, с шарфами нельзя. Сейчас пойду спрошу, сколько стоит.